Всем привет! Вы на канале Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Сегодня поделюсь секретом, как я готовлю очень вкусную пикантную квашеную капусту с хрустом, потратив на это всего ничего в плане времени. Мне понадобится белокочанная капуста, морковь, свекла, сельдерей, петрушка, сушеный укроп с зонтиком, хрен, лавровый лист, семена кинзы, черный перец, горошек, гвоздика, стручковый горький перец, чеснок, соль и вода. Соль берите специальную для заквасок, не йодированную. Количество всех ингредиентов напишу под видео. Итак, все вспомогательные овощи положила в воду примерно на час. Затем помыла, положила в дуршлаг, чтобы вода с них стекла. С моркови, свеклы и чеснока снимаю кожуру. С капусты снимаю верхние листья и мою ее целиком. Чтобы было легче тереть ее на терке, разделяю на небольшие куски. Затем тру на терке капусту, морковь, свеклу и чеснок. Хочу подметить несколько моментов. Чтобы квашеная капуста получилась хрустящей, ее не надо перетирать солью. Перетертая солью капуста быстро заквашивается, но не бывает хрустящей. Многие хозяйки считают, что если капусту нарезать на крупные куски и заквашивать именно в таком виде, то можно добиться хрустящего эффекта. Я же убедилась в том, что можно тереть на терке, главное не перетереть с солью. К слову, крупно нарезанная капуста заквашивается дольше, чем мелко резанная. Цвет квашеной капусты непосредственно зависит от количества свеклы в ее составе. Поэтому, если вы хотите получить продукт с нежно-розовым цветом, советую много свеклы не класть в капусту. Кроме этого, всю свеклу сразу не кладите. Оставьте 1/4 часть от общего количества и добавьте на второй день при необходимости. А также в большом количестве свекла делает квашеную капусту более сладкой. Это, конечно, на любителя. Мы не любим сладкую квашеную капусту, например. Советую не экономить на вспомогательных овощах и зелени, так как именно они делают квашеную капусту вкусной и душистой. Да, о зелени. Не советую нарезать мельче, чем на 3-4 сантиметра. Вспомогательные овощи и капусту условно разделяю на две части. Одну часть вспомогательных овощей и зелени кладу на дне кастрюли. Сверху капусту, затем сверху вторую часть. Под кастрюлю кладу посуду, так как во время брожения уровень воды поднимается, и вода может вылиться из кастрюли. Соль растворяю в питьевой воде, затем, сложив все овощи в кастрюлю, сверху наливаю соленую воду. На капусту кладу фарфоровую тарелку, а на нее крус. У меня камень, его можно заменить баллоном, наполненным водой. Через 2 дня, когда уровень овощей в кастрюле снизился, сверху накладываю оставшуюся часть капусты и докладываю морковь, бурак, зелень и соль. С помощью деревянной вилки чуть-чуть утрамбовываю капусту.
При этом иногда, ну и мешают тоже. При этом иногда могут лопаться пузырьки. Ну, это нормально. Идет естественный процесс брожения. Вот так хотя бы через день надо бы проконтролировать процесс. Так как у нас капуста подходила на кухне, процесс занял неделю. Если поставить кастрюлю на балконе, где прохладнее, то на это, скорее всего, уйдет где-то 10-12 дней. Вуаля! Легкое в приготовлении, невероятно вкусная, душистая квашеная капуста с хрустом готова. Попробуйте приготовить такую капусту. Заквасить капусту таким образом также выгодно в плане времени. А еще это самый безопасный метод как для вас, так и для ваших детей. Шанса ошпариться или же получить какую-нибудь другую травму при приготовлении квашеной капусты равны нулю. Если видео оказалось полезным для вас, не забудьте ставить пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В каждый вторник и четверг новые видео на азербайджанском, а в среду и воскресенье на русском. Не пропускайте. Уверяю, вы найдете много интересного на моем канале. Пока-пока и до новых встреч!